Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы находитесь на канале Орхидея Мария. И я за легкий полив и пышное цветение и здоровые растения. Как оказалось, у меня появляются новые подписчики, и один из вопросов, конечно же, о поливе. Елена спрашивает: я так и не поняла, как вы поливаете, проливом или в тарелочку, или постоянно стоят в воде. У меня в коре. И горшочек с дырочками в кашпо. У меня жарко, ламп нет, много орхидей загубила. Все по-разному говорят, я не могу понять, как ориентироваться. И таких вопросов было несколько под моим одним из последних видео о поливе. Тогда я вам показывала мою вот эту чудесную орхидею, которая прекрасно цветет при самом простом поливе. И сказала, что поливаю я их буквально на 1-2 сантиметра высотой от дна горшочка. И так оставляю. Вот более подробно вам расскажу. Да? Вот давайте разберемся прямо по пунктам. Просто это самый такой несколько вопросов в одном вопросе о поливе. Я не поняла, как вы поливаете. По порядку сейчас будем. Проливом или в тарелочку, или постоянно стоят в воде. Вот я вам взяла эту же орхидеечку. Вот она стоит в кашпо. Сейчас я вам буду показывать все подробненько, чтобы вы понимали. Это у меня камень свалился, потому что, видите, такая вот охапка цветов, чтобы не перевешивала. И когда нужно поливать цветы. Значит, смотрите, показываю поближе. Корни в сухом состоянии выглядят вот таким образом. Они светлые, видите? И внутри субстрат просушен. И когда вы поднимаете орхидею, она легкая. В данной ситуации у меня стоит в кашпо, как у той женщины, но нет дырочек по периметру. Здесь есть дырки, то есть классическая система, здесь кора. Орхидейка пересажена, ей много лет, года 4 точно, в моих условиях, и еще где-то она росла до меня. Она была реанимашкой. Еще был вопрос, что это за сорт. Мои хорошие, я не знаю. Я покупала ее. Я ее не покупала, вернее. Мне ее отдали в магазине с орхидеями, потому что она была в плохом состоянии. И вот она у меня через несколько лет пришла в себя, нарастила корешочки и прекрасно процвела. Что я делаю? Наглядно вам сейчас покажу. Вот у меня водичка отстоянная. Я ее не нагреваю. Ну, в общем-то, практически ничего не делаю. Добавляю иногда удобрения, а иногда просто чистой водой, отстойной, поливаю. Как я это делаю? Вот таким образом, либо слейки, либо у меня хороший такой помповый пульверизатор, и мне очень удобно всю свою коллекцию поливать. Если это кашпо, как в данном случае, с двойным дном, да, оно двойное. Кто первый раз, может, будет смотреть, тоже не знает, наверное. Вот такие вот кашпо, называется фирма, ну, не знаю, это нехорошо, наверное, рекламировать, но мне все равно, Арте. Сейчас я вот так вот сделаю, вот эту штучку уберу, чтобы я могла разделить. Значит, смотрите, оно двойное. Мои старые подписчики давно об этом знают. Вот, но кто не знает, имейте в виду, что здесь внизу тоже есть дырочки. Вот эти ножки, они тоже с дырочками. И вот это вот расстояние ножки становятся на внутреннее кашпо, и получается как будто бы зазор между дном и основанием этого внутреннего кашпо. Вот здесь вот можно видеть, да? Вот она, часть, на которой стоит моя орхидея. Что я делаю? Я наливаю столько воды, чтобы чуть больше, выше этого зазора было на 1-2 пальца. Больше я не наливаю водичку. Эта орхидея у меня всегда стоит в одном и том же месте. Я ее не ношу, не заливаю, не выливаю, не переворачиваю, чтобы вылить водичку. Ничего я такого не делаю.
Почему? Потому что я наливаю ровно столько воды, сколько выпивают мои орхидеи. Я это делаю в не таком большом количестве, чтобы орхидея не могла выпить всю эту воду во время, например, вот сейчас лето, да? То есть я наливаю, это я, кстати, сейчас очень много налила. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу поближе. Я налила прям много воды. Она столько воды не выпьет, потому что орхидеечка это миди. Не стандарт, не крупная какая-то, а миди. Вот. Естественно, я потом солью эту воду лишнюю, но если я наливаю правильно, где-то на 2 сантиметра, то орхидея за день-полтора выпивает всю эту воду. Корни становятся зелеными, либо полностью, либо практически доверху. Иногда бывают остаются верхние корешки серебристыми, но в основном почти полностью они зеленеют. После того, как она это все выпьет, я жду следующей просушки. В моих условиях, вот у нас, понимаете, какая система, почему у меня в такой системе растут? Потому что у меня зимой стоят они на лоджии и температуры очень низкие, порядка 15 градусов в среднем. А летом у нас за 40 под 50 иногда даже температуры. И поэтому, чтобы зимой не сгнило, а летом хватало воды, я практикую вот такую вот систему. Что происходит с растением летом, вот в данной ситуации? Оно напивается, напитывается. Кора особо не размокает, потому что только нижний слой, да, получает водичку, и она моментально впитывается в корешки. И очень долго служит кора для этих растений. То есть пересаживаю я тоже довольно редко. Кстати, спрашивали меня... Ладно, это в следующий раз. Давайте по этому вопросу, чтобы мы разобрались. Следующий вопрос был, тарелочки если или постоянно стоят в воде. Значит, смотрите, если это не кашпо, а просто какая-то тарелочка, либо поддон, та же самая система, вы выше поддона не нальете. Сейчас я вам покажу пример. Есть у меня вот такая орхидейка, она у меня растет в поддоне. Вот сейчас я вам покажу. Вот такая вот красотка. Эта орхидея называется Ягуар. Вот какая красавица. Видите, довольно пышное цветение при таком легком уходе. Что я делаю? Вот он поддончик. В данной ситуации я поливать при вас не буду, потому что корни зеленые. Сейчас я вам покажу поближе. То есть она еще пить не хочет. Видите, корешки все зеленые. Я надеюсь, видно. Может, не видно, но поверьте, они, в общем-то, зеленые. Значит, что дальше могу сказать? Дожидаетесь того момента, когда посеребрятся корни, то есть просохнут корешки. И еще, допустим, 1-2 дня, потому что внутри кора тоже должна просохнуть. Потом также берете водичку, что вы там, лейку, или бутылку, или пульверизатор, что у вас есть. И наливаете вот по уровень вот этого вот поддончика. То есть выше вы не нальете. Вот летом я наливаю его по границу, да, полностью заливаю водичкой, потому что жарко. Вот, кстати, был вопрос, правда ли, что летом стрессуют корни и растения мало пьют? На моей практике такого не было, чтобы замирало растение. Но я точно знаю, что такое бывает. То есть они перестают практически поглощать воду. В моих условиях они у меня постоянно цветут, растут, растят листья, корешочки. Поэтому, ну, как бы они постоянно вот в этом вот движении. И мало воды нельзя летом поливать, потому что вообще растение тогда пересохнет. И каким образом оно будет питать наши листовые пластины, цветовую массу, непонятно, да? То есть мы поливаем систематически.
Мне лично удобнее полить через 3-5 дней каждый раз, чем один раз в 2-3 недели, но при этом передвигая горшки, нося их куда-то в ванну или там переставляя с полочки там на пол. Для меня это тяжело. Мне легче уделить своей коллекции там 15-20 минут каждые 3-5 дней и видеть каждый раз, в каком состоянии мои растения, потому что следить тоже нужно обязательно за состоянием орхидей. Что тут еще было в вопросе? Они у меня в коре и горшок с дырочками, в кашпо. Ну, неважно, с дырочками или нет, если в кашпо. Кашпо это вы берете вот это вот растение и ставите в такое кашпо. Не двойное, как вот я до этого показывала горшочек, а просто кашпо. И там находится орхидея. Что я делаю в этой ситуации? Просто я не принесла, но смысл такой же. Вот, допустим, у вас продолжается кашпо. И наливаете столько же, 2 сантиметра где-то от уровня, от низа. В кашпо, кстати, медленнее пересыхает грунт, потому что все тут закрыто. Циркуляция воздуха не такая, как при поддоне. И чуть-чуть дольше будет задерживаться вот эта влага. Что потом происходит? Орхидея выпивает эту водичку, наполняет свои корешочки этой водой и питает себя. Так? После этого мы опять же ждем, когда посеребрятся корешки и станет легкая орхидея. Все то же самое. Смысл в том, что вы наливаете и не выливаете воду. Но если у вас нету такого еще, ну, на глаз, да, я это все уже делаю и как-то по интуиции, кому сколько воды. Больше корней, побольше налила воды. Меньше корней, поменьше налила воды. Значит, следите. Проходит летом, я имею в виду. Летом вы можете оставлять орхидею с водичкой на 1, 2, даже 3 дня. Ничего страшного не будет при условии, если у вас жаркие дни. Потому что лето у всех разное. Бывает, у кого-то льют дожди, пасмурная погода. И вы сказали, что у вас нету ламп. Когда нету ламп, орхидея пьет гораздо меньше, чем когда у вас есть лампы. Поэтому в вашей ситуации, возможно, надо будет поливать не через 3 дня, как я поливаю, а через 5 или 7 дней. Например, если у вас очень жарко, в среднем это будет через 3-5 дней. Вот таким образом. И периодически поливать. Если вам нужно уехать в отпуск на неделю, с орхидеей ничего не случится за эту неделю. Налейте чуть побольше воды, подальше от солнышка. И все. И спокойно езжайте отдыхать и не переживайте за ваши орхидеи. Так, вроде все, да, ответила. У меня жарко, ламп нет, я рассказала. Много орхидей загубила, все по-разному говорят, я не могу понять, как ориентироваться. А вот смотрите, все по-разному говорят по той причине, что у всех разный подход к поливу из-за их условий. Если вы проживаете, вот как в данном случае, в Украине, вам нужно найти блогера, возможно, из Украины, и посмотреть, каким образом у него растут и цветут орхидеи. Если вам понравилось состояние этих цветочков, листиков, корней, он из вашего региона, вы можете спокойно, приблизительно начать поливать по его системе. Но вы имейте в виду, что даже стороны света имеют значение. Почему? Потому что на южной стороне это более жаркое окно, а на северной стороне более прохладное окошко. Соответственно, есть свои нюансы. В общем-то, я вам сейчас рассказала основы. Если будут какие-то еще вопросы, девочки, мальчики, пишите, спрашивайте, я вам все расскажу, потому что я хочу, чтобы и ваши орхидеечки приносили вам такую же радость, и при этом все было легко и просто, как и у меня. И то, что это сложный цветок, это миф, поверьте мне. Я вначале поливала
так же, как и вы, заливала полностью, держала там несколько минут, выливала. Кто-то так и привык и ну, нормально к этому относится. У меня из-за нехватки времени, из-за моей лени, можно так сказать, и еще каких-то причин, но я не люблю этот способ. Каждый выбирает свое. А кому-то мой способ не понравится, скажет, что это я буду поливать через 3-5 дней. Я хочу раз в 3 недели поливать. Я лучше полью свою коллекцию там 2-3 часа один раз в месяц. Мне тратить 3 часа своего выходного дня не нравится, потому что у меня выходных дней не 2, как у всех людей, а 1, и он в середине недели. Поэтому я выбрала для себя вот такой вот способ. Благодарю всех за внимание. С вами была Мария. До новых встреч. Всем пока.